Сэм Рэйми официально превратился в заложника собственного почерка, выпустив на экраны «На помощь» кинополотно, которое выглядит так, будто его монтировали в припадке ностальгии по худшим спецэффектам 2003 года. Это не просто триллер. Это двухчасовая иллюстрация того, как колоссальный талант может утонуть в болоте из дешевой компьютерной графики и сценария, написанного на коленке авторами, чьи имена стали синонимами творческого суицида. Шеннон и Свифт, ответственные за худшие страницы в истории Фредди Крюгера и спасателей Малибу, снова нанесли удар, превратив многообещающий корпоративный хоррор в парад нелепости. Среди руин этого тропического недоразумения возвышается лишь одна фигура – Рэйчел МакАдамс. Она не просто играет. Она выживает в кадре с такой яростью, будто пытается оправдать каждый цент своего гонорара в условиях тотального хаоса. Ее Линда – это не бисексуальная, трансформирующаяся в неофеминистскую фурию, пока ее мелированные пряди безупречно сияют под палящим солнцем Пацифики. МакАдамс выдает перформанс уровня Оскара в декорациях, достойных телеканала ТВ-3. На другом конце ринга Дилан О'Брайен в роли Гарри, босса-психопата и живого воплощения ретроградной патриархальной токсичности. О'Брайен, еще не отошедший от роли задушенного академика в годовщине, здесь включает режим ледяного безумия. Их дуэль – это повелитель мух в декорациях элитного тимбилдинга, где вместо кокосов – кишки, а вместо морали – грязный корпоративный устав. Рэйми отчаянно пытается реанимировать дух зловещих мертвецов, разбрызгивая по кадру кровь, слизь и внутренности с щедростью маньяка-кондитера. Но в 2026 году этот аттракцион выдает лишь системную ошибку. Проблема в том, что мерзко давно перестало быть синонимом страшно или смешно. Когда сценарист искренне верит, что фонтан рвоты является высшей точкой драматургии, кино мутирует из хоррора в затянувшийся сеанс физиологического дискомфорта, где гротеск безвольно сваливается в яму безвкусицы. Эту эстетическую нищету подчеркивает ничтожный визуальный ряд. Местные вараны и дикие кабаны кажутся цифровыми беженцами из забытой игры для PlayStation 2, окончательно превращая проект в би-муви по цене блокбастера. На фоне этого графического убожества сюжетные дыры зияют, как открытые переломы. Персонажи принимают решения такой степени идиотизма, что зрителю хочется самому броситься в пасть одичавшего бородавочника, лишь бы избавить себя от наблюдения за их стратегическим планированием. Даже юмор, который мог бы стать спасательным кругом, здесь стреляет исключительно себе в ногу. Редкие, действительно удачные остроты о телефонных зомби и ламповой эпохи до смартфонов мгновенно тонут в бесконечном потоке плоских, как асфальт шуток, оставляя после себя лишь горькое послевкусие впустую потраченного экранного времени. Фильм отчаянно пытается казаться чем-то большим, чем просто выживач на острове. В эпоху заката Американской империи Гарри и Линда становятся метафорами. Умирающий старый порядок против агрессивного, но дезориентированного будущего. Но этот социальный комментарий разбивается о нелепый саундтрек, который звучит так, будто его украли из стоков универсальной музыки для тревожных моментов номер 5. Рэйми, чья кровь всегда была смешана с чистым хоррором, здесь кажется уставшим демиургом, который согласился на этот проект ради того, чтобы напомнить Голливуду о своем существовании перед чем-то действительно стоящим. «На помощь» — это фильм-парадокс. Его невозможно ненавидеть из-за магнетизма МакАдамс и нескольких искр старого доброго безумия Рэйми, но его невозможно полюбить из-за катастрофического сценария Шеннона и Свифта. Это кино для одного просмотра в холодный вечер, когда хочется увидеть, как Голливуд сжигает деньги на фоне пальм. Вы получите дозу адреналина, пару раз поморщитесь от грязных шуток и забудете этот фильм через 10 минут после титров. Это не классика. Это просто громкий, липкий и неоправданно дорогой крик о помощи от режиссера, который заблудился в 3 соснах или пальмах мейнстримного производства. Рэйчел получила свою звезду на аллее славы, а мы получили очередной суррогат вместо шедевра.